Команда планетологов из Университета Центральной Флориды и лаборатории реактивного движения НАСА представила научное объяснение происхождения аномальной структуры паука на поверхности спутника Юпитера Европы. Согласно новому исследованию, этот узор, обнаруженный почти 3 десятилетия назад, является замерзшим следом извержения подповерхностного резервуара с соленой водой, а не результатом тектонической активности, как предполагалось ранее. Впервые специфический узор, напоминающий ноги паука, был зафиксирован аппаратом Галилео в 1998 году внутри ударного кратера Мананнан. Уникальная структура, получившая официальное название Дамхан-Алла, ирландская паук, представляет собой сеть радиальных трещин и углублений, расходящихся из единого центра. Долгое время геологи не могли определить точный механизм ее формирования, выбирая между версиями о криолалканизме и ударных деформациях. В ходе нового исследования ученые под руководством Лорен Маккеон выяснили, что морфология Дамхан-Алла идентична так называемым озерным звездам на Земле. Этот редкий феномен наблюдается на замерзших озерах, когда теплая вода просачивается сквозь трещины в ледяном покрове и пропитывает лежащий сверху снег, образуя дендритные, древовидные узоры перед повторным замерзанием. Для подтверждения гипотезы команда провела серию экспериментов в криогенной камере NASA JPL. Исследователи воссоздали условия поверхности Европы, используя ледяной симулянт, охлажденный жидким азотом до минус 173 градусов Цельсия. Тесты показали, что даже при экстремально низких температурах выброс подповерхностного рассола создает характерные звездообразные структуры, аналогичные тем, что видны на снимках Галилео. Согласно выводам авторов, кратер Мананнан образовался в результате падения небесного тела, которое пробило ледяной панцирь спутника. Это позволило карману с жидким рассолом, находившемуся под поверхностью, под давлением вырваться наружу. Жидкость растеклась по пористому ледяному реголиту, сформировав паучьи лапы, и мгновенно застыла. Данное открытие имеет критическое значение для оценки обитаемости Европы. Оно подтверждает, что резервуары с жидкой водой могут существовать в ледяной коре на относительно небольшой глубине и взаимодействовать с поверхностью. Химический анализ таких структур может дать прямые данные о составе подледного океана. Верификацию гипотезы возложено на миссию НАСА Европа-Клиппер, которая прибудет в систему Юпитера в 2030 году и сможет получить более детальные изображения Дамхан-Алла.